Привет всем творческим! Меня зовут Юля, и я больше 10 лет занимаюсь искусством. Если вы любите рисовать, то обязательно присоединяйтесь, ведь мой блог как раз посвящен творчеству и искусству. Но давайте обо всем по порядку. Кстати, на фоне вы можете наблюдать ускоренную съемку, как я рисовала персонажа из сериала «Доктор Кто». Итак, начать рассказ стоит с того факта, что искусство всегда занимало не последнее место в моей жизни. В детстве родители не успевали покупать мне фломастеры, как они рассказывают, потому что я неимоверно много рисовала. Позже родители все-таки решили записать меня в школу искусств, и 5 лет обучения в ней позволили мне освоить ту базу, которая послужила важным инструментом в дальнейшем развитии. Благодаря школе я также поняла, что хочу продолжать рисовать, и с удовольствием посвятила бы этому жизнь. Тогда я стала грезить о высшем образовании и изобразительному искусству, а пока готовилась к поступлению, пробовала рисовать портреты своих родных и друзей, что оказалось для меня весьма интересным занятием. Вскоре я подумала, почему бы не рисовать и для других людей? Так появился мой первый опыт работы на заказ. Поступив в универ, я была счастлива, что могу продолжать взаимодействовать с искусством и изучать много нового и интересного в этой сфере. Так и произошло, собственно. Обучение по направлению педагог изобразительного искусства включало в себя самые разные дисциплины, от психологии и методики преподавания до академического рисунка и живописи. Но институт и школа искусств – это не предел мечтаний. Не ограничиваясь этим, я продолжала развиваться в других направлениях. Будучи давно знакомой с программой Photoshop, я и не подозревала, что она может быть настолько потрясающим инструментом для художников. Как оказалось, рисование с помощью электронного планшета и графического пера может стать отличной альтернативой традиционному рисованию. Так во мне поселилась идея покупки графического планшета. А когда он у меня наконец появился, я начала активно осваивать рисование на нем. Могу уверенно сказать, что рисование на планшете стало для меня лучшим вариантом творчества и самовыражения, и сегодня цифровая живопись вдохновляет меня изо дня в день. Обучаясь в институте, я также продолжала брать заказы, и на сегодняшний день уже имею большой опыт работы с клиентами. Логично, что привлечение клиентской базы предполагает ведение собственного аккаунта, поэтому я занимаюсь ведением подобного блога в Инстаграме. Благодаря тому, что я участвовала в различных творческих активностях, рассказывала о себе, о своем творчестве, делилась полезной информацией в этом блоге, мне удалось собрать вокруг себя небольшое комьюнити из таких же творческих людей, как и я. В один прекрасный момент ребята начали писать мне по поводу того, не планирую ли я создание обучающего курса по рисованию. Но запросы у всех были абсолютно разные, как и цели, что, конечно же, ставило меня в замешательство. Потому что, имея педагогический опыт, я ясно понимала, что нельзя просто так взять и научить чему угодно. Должна быть грамотно выстроенная программа, учтены цели, планируемые результаты обучения, имеющийся опыт и возможности. Так, например, одни, не имея абсолютно никакого опыта, просто мечтали научиться рисовать, хотя бы на бумаге. Другие интересовались детским репетиторством. Третьи хотели познакомиться с рисованием в фотошопе. Четвертые хотели научиться конкретной технике рисования на планшете, имея при этом цель заработка на творчестве. При этом у многих людей не было возможности купить графический планшет или оплатить дорогущие курсы. Я долго размышляла об этом, возможно, даже слишком долго, но в конечном итоге пришла к выводу, что лучшим решением будет создание блога на YouTube, где можно будет записывать обучающие видео как для традиционных художников, так и для цифровых, как для новичков, так и для профи. При этом обучение будет доступно всем, даже тем, у кого нет возможности оплачивать курсы. Единственное, что стоит отметить, это то, что в любом обучении нужен наставник. Поэтому я беру на себя задачу организации прямых эфиров, где будут разбираться ваши работы, и каждый сможет задать интересующие его вопросы по теме рисования. Этот элемент обучения уже включает оплату, но, если точнее, это скорее оплата моего времени, которое я выделяю на эфир, потому что цена одного разбора, можно сказать, символическая – 200 рублей. Сейчас это мое самое первое видео и первый опыт общения с YouTube.
поэтому я буду крайне признательна, если вы поддержите меня своими лайками. Пишите в комментариях, чему хотели бы научиться и каким видом рисования занимаетесь. Будет очень интересно узнать о вас побольше. Всем спасибо за просмотр, пока-пока!